Приветствую вас, жители Суперземли. На связи Кайрон. Сегодня обсудим с вами полностью легальную возможность получения контента за предзаказ игры и издания Супергражданина. Совершенно бесплатно. Свежие новости от датамайнеров по поводу новых заданий и планетных строений. Ответы главного исполнительного директора студии Arrowhead о возвращении в продажу предметов Killzone, улучшение оптимизации и подробности того, какие проблемы разработчики точно исправят уже в следующем обновлении. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, начнем сразу же после короткой, но полезной рекомендации. Находчивые хеллдайверы в очередной раз проявили свою смекалку и совсем недавно нашли абсолютно легальный и простой способ получить контент предзаказа или издания Супергражданин. Напомню, что в состав первого набора входит 3 сета брони: ТР-7 Посол Бренда, ТР-62 Рыцарь и ТР-9 Кавалерист Демократии, а в издание Супергражданина входит комплект брони DP-53 Спаситель Свободы, плащ Народная Воля, пистолет-пулемет МП-98 Рыцарь, звание Супергражданина, тренажер Герой-Стратегем и премиальная заслуга Закаленные Ветераны. Важно уточнить, что данный способ работает только в рамках Steam-версии игры и одного региона аккаунта. Итак, сперва необходимо найти человека, который владеет либо предзаказом, либо версией Супергражданина. Обозначим его как игрок 1. Возможно, кто-то из ваших друзей или знакомых имеет данный контент и сможет с вами поделиться. Это будет проще всего. Далее владелец особого издания игры создает семейную группу в Steam, которая позволяет делиться играми между другими аккаунтами и добавляет вас, игрока 2, в эту группу. После того, как особая версия игры будет уже на вашем аккаунте, необходимо зайти в нее и экипировать, например, броню ТР-7 Посол Бренда, после чего выйти на рабочий стол. При этом игрок 1 не может быть в игре одновременно с вами. Далее запускаете уже вашу купленную игру и проверяете свою оружейную. Очень важно, чтобы тот, кто создал и пригласил вас в семейную группу, не удалял вас из нее после всех этих шагов, иначе контент пропадет. Также стоит сказать, что эти манипуляции не нарушают никаких правил, потому как вы пользуетесь стандартной функцией Steam в виде семейной группы и не взламываете код игры, так что и забанить вас будет абсолютно не за что. Переходим к небольшой подборке свежих ответов главного исполнительного директора студии Arrowhead Шамса Джорджани в официальном дискорде Helldivers 2. Максимально актуальную беду с плохой оптимизацией игры и катастрофическими просадками FPS на тех же Мрачных Жуках Джорджани прокомментировал так: что касается производительности, мы на 100% осознаем, что производительность сейчас не на высоте и внимательно следим за развитием событий. Поделимся подробностями о том, что будем предпринимать в ближайшем будущем. Мы ценим ваше терпение, пока мы возвращаем нашу обычную производительность. Позже он добавил: чем больше контента мы добавляем, тем сложнее становится поддерживать производительность, поэтому нам придется немного прибраться. Надеюсь, в будущем мы сможем добавлять контент, который будет оказывать меньшее влияние. В качестве возможного решения разработчики могут внедрить полноценную технологию DLSS и FSR, о которых совсем недавно шла речь в Дискорде, и тот же Джорджани отвечал, что студия вовсе не против добавить эти нововведения. Однако этого будет мало, нужно и дальше работать в этом направлении, например, снизив нагрузку на процессор, особенно в городских биомах, или вернуть нормальную работу игры с многоядерными ЦП, потому что в данный момент, судя по мониторингу, далеко не все возможности моего Ryzen 9 5900X используются в полной мере, и половина потоков простаивает зря. В дополнение к этой теме есть и другой ответ одного из разработчиков в комментариях под похожим постом на Reddit с целым списком перечисленных багов и проблем. Я понимаю, что это расстраивает, но, честно говоря, мы также разочарованы тем, что все это до сих пор есть в игре. 100% этих проблем отслеживаются. Многие из них мы исправим уже в следующем обновлении. Например, сглаживание и анимацию сбора образцов. Некоторые из них требуют больше времени для исправления и доставляют нам головную боль, но мы их тоже мониторим. Я действительно хочу, чтобы вы знали, что мы все видим, и этот пост действительно ценен, а наша команда разработчиков усердно работает над приоритетным исправлением этих проблем. Это головоломка разработки игр, что исправлять, когда и какой новый контент мы приостановим в это время. Спасибо, подпись Алекс Б.
На благодарность автора поста в комментариях за этот ответ и просьбу улучшить количество FPS уже в следующем патче, тот же Алекс Б уточнил: мы очень усердно работаем, но я не могу сказать вам на 100% будет ли улучшение радикальным, потому что мы также готовим наш следующий контент. Но да, мы сосредоточены на производительности в целом. Сюда же, так сказать, в общую копилку плюсуем и ответ главы отдела контроля качества и тестирования с никнеймом Джоджо. Мы работаем над тем, чтобы в следующих обновлениях было исправлено как можно больше ошибок. Это, конечно, хорошо, что стрелоголовые не отмалчиваются и, как всегда, слушают комьюнити своей игры, но соглашусь с человеком, который опубликовал этот наболевший текст на Reddit. Хотелось бы улучшения ситуации уже в самое ближайшее время. С момента последнего упоминания о возвращении в продажу контента в рамках коллаборации с игрой Killzone, а именно стрима на официальном YouTube-канале Arrowhead, прошло уже немало. Игроки начинают думать, что Arrowheadовцы просто забили и не собираются еще раз выставлять данный контент в супермагазине. Но Шамс ответил на это следующим сообщением: не волнуйтесь, мы хотим вернуть его как можно скорее, но обстоятельства мешают. Killzone вернется, я обещаю. Интересно, о каких обстоятельствах идет речь? Жаль, что этого SEO не уточнил. Что касается прогресса выполнения текущего главного приказа, как и ожидалось, сопротивление жуков к понедельнику упало еще сильнее. На данный момент этот показатель составляет 2,5%, что позволит нам освободить Нивель 43 в ближайшие 10 часов с внушительной форой по времени, потому как таймер главного приказа заканчивается через 23 часа. Главное не сбавлять наш демократический напор, адалазы. Далее приступаем к разбору новых находок отдела разведки игровых файлов. Нелюбителям спойлеров настоятельно рекомендуется перейти к другому фрагменту видео. Первое. Разработчики довели количество опыта для прокачки уровня к релизным значениям. Для достижения 200 уровня вместо 14,5 миллионов опыта теперь необходимо нагриндить всего 2 миллиона 836 с копейками тысяч. Это значит, что скорее всего уже в следующем обновлении владельцы 150 уровня получат стимул прокачать новую циферку возле ника. Второе. Планеты Клендату и Пилен 5 обзавелись новыми планетными сооружениями и связанными с ними заданиями в рамках тестового полигона разработчиков. Парк Тирании 2. Обширные вольеры с терминидами позволяют ученым изучать поведение терминидов, а гражданским делать фотки с командирами роя. Отсеки для ремонта шаттлов. На этой планете присутствует ремонтный цех авиации в ССЗ, военные аванпосты в ССЗ. На этой планете представлены значительные военные аванпосты в ССЗ. Штамм богатый Э-710. На этой планете терминиды эволюционировали в штамм, который выделяет больше Э-710, чем другие особи. Лаборатория негативной энергии. Ученые, не опасаясь взрыва и спагетификации, изучают здесь негативную энергию. Дата-центр. Автоматоны хранят здесь огромное количество зашифрованной информации. Коммуникационный массив. Ретрансляционные вышки на этой планете важны для связи автоматонов. Необычное поведение неизбирателей. Количество неизбирателей на этой планете, по-видимому, увеличивается намного быстрее, чем на других планетах. Пока что в таком контексте из всей этой информации можно понять, что заповедник терминидов будет возведен повторно, несмотря на всеми известную печальную историю с его первым запуском, а также наши гениальные ученые придумают некую негативную энергию. Не думаю, что стоит ждать этого всего в самое ближайшее время. По опыту таких новостей в релиз данные наработки выходят спустя пару-тройку месяцев. Текущий обновленный ассортимент супермагазина представлен набором медицинской средней брони CM10 с увеличенными карманами под стимы, наборами инженерной брони легкая FS-37, тяжелая CE-64 и CE-101 с пассивным эффектом на плюс 2 слота под гранаты и уменьшение отдачи сидя и лежа, а также набором средней брони CW9 с пассивкой экстра уплотнения и PH-56 с бонусом к урону в ближнем бою. Личный приказ на ближайшие сутки уничтожить 30 врагов демократии с помощью стратагемы Командос. Настало время нашей постоянной рубрики «Комментарии подписчиков под прошлым видео». Первым на сегодня стало сообщение от подписчика с никнеймом Парзивал. Хотелось бы, чтобы в игру ввели кастомизацию из Warframe. Вся броня в игре будет поделена на сегменты, которые можно красить. Ну а чтобы никак не портить лорную составляющую, хотя кто против батальона розовых хеллдайверов, можно просто ограничить палитру из уже имеющихся в игре цветов брони. Так и подгонять снаряжение под оружие и наоборот будет проще. Думаю, большинство
большинство будет против розового батальона, да и главный креативный директор Йохан Пилстед ранее отвечал, как будет выглядеть система кастомизации. Разработчики будут создавать определенные паттерны цветов, а мы открывать эти скины за определенную валюту. Свободной смены цветов не будет из-за того, что эроухедовцы очень внимательно относятся к атмосфере игры, и это правильно. Второй комментарий от Тапочкина. Монолит иллюминатов. Я здесь, иди ко мне. Хелдайвер. Я здесь. Призываю адскую бомбу. Мы люди простые. Если видим говорящий недемократический камень врага, призываем бабаху. Следующий комментарий от Свет Channel. Из коллаборации с Warhammer 40 тысяч лучше брать не имперских кассаркинов, а имперских же сционов, отпрысков Темпестус, которые по оснащению, ролям и задачам являются копией Адалазов суперземли, и никакие Астартес не нужны. Не особо шарю в юнитах Вархаммера, но за термин Адалазы спасибо. Буду пользоваться. Четвертый комментарий от Маскулин. На консоли тоже просадки в замесах, особенно в городах, когда в ход идет орбитальный удар напалмом. Значит, разработчикам нужно шевелиться еще активнее, потому как они сами писали в Дискорде, что на консолях у них самая стабильная версия игры. И как оказалось, судя по вашим комментариям, это не так. И последний на сегодня комментарий от Fatal Sin. Было бы круто, если бы ввели новых мехов, к примеру, меха с огнеметом, который жарит дальше и сильнее, чем обычный огнемет, или энергетического меха, который в теории мог бы не нуждаться в перезарядке орудий и их пополнений. Условно, на одной руке серп, а на второй квазар или лазер. Также вопрос к меху, у которого есть пулемет. Почему у него среднее бронепробитие, в то время как у Хелдайвера есть тяжелый пулемет с пробивом тяжелой брони? Мне кажется, это немного нелогично. Мех с огнеметом, насколько я знаю, был в первой части игры, и его вполне себе могут добавить через некоторое время. А по поводу бронепробития пулемета, если его улучшить, это приведет к ощутимому дисбалансу. Придется опять резать количество его патронов, а это, думаю, не особо понравится игрокам. Да и все логично, на крупных врагов у Патриота есть ракеты, а миниган для средних и мелкашки. Благодарю вас, дорогие друзья, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить свой адско-десантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.